Друзья, привет! Сегодня делюсь с вами замечательным рецептом торта. Будем готовить торт Наполеон без выпечки. Поделюсь своими впечатлениями и расскажу плюсы и минусы такого лакомства. На самом деле торт получается прекрасный. Готовится из просушенного лаваша. И десерт реально очень вкусный. Лаваш имеет нейтральный вкус. Он готовится из муки, воды и соли. И никаких жиров. И с классическим заварным кремом это практически обезжиренный торт. Мои дети-подростки очень любят Наполеон и не могли поверить, что он из лаваша. Это практически один в один с классическим Наполеоном. А теперь плюсы и минусы. Торт имеет внешний вид, запах и вкус в точности, как у классического Наполеона. Очень приятно и сильно пахнет свежеиспеченным Наполеоном. Далее, как я уже говорила, тесто без жира, поэтому крем можете сдобрить маслом или сгущенкой. Я добавила масло, но теперь хочу приготовить с добавлением вареной сгущенки. Уверена, будет еще вкуснее. Минус. Не очень хорошо режется ложечкой, только острым ножом. И сразу с холодильника суховатый. Намного вкуснее, когда постоит при комнатной температуре. Но этот минус такой маленький по сравнению с плюсами, что мы решили, у нас в семье такой Наполеон будет частым гостем. Простите за длинное предисловие, приступим. Я взяла в супермаркете 3 пачки тонкого лаваша. Пачки 2 листа. Каждый лист делила на 3 части. Получилось 18 листов размером 19 на 34 сантиметра. Но это у меня. У вас могут быть другие размеры. Говорю просто, чтобы вы имели представление, что у меня получилось. Складываем по 2 листа на сухой противень и подсушиваем в заранее разогретой духовке при температуре 190-200 градусов в течение 1,5-2 минут. Таким образом, коржи у вас будут готовы за 20 минут. Но перед этим сварим вкусный заварной крем, который как нельзя лучше сочетается в Наполеоне. Рецепт под видео. Прежде всего выливаем молоко в кастрюлю, добавляем половину порции сахара и ставим на огонь. Доводим до очень горячего состояния, но кипятить не нужно. Вторую половину сахара взбиваем с яйцами. Взбиваем недолго, буквально 1 минуту до появления пышной массы. Добавляем крахмал с мукой и также размешаем. Теперь вольем дважды по 1 половнику молока, каждый раз размешивая. Также добавим сюда ванильный сахар. А теперь выливаем яично-мучную смесь в оставшееся молоко и ставим на огонь. Варим при среднем огне при непрерывном помешивании, особенно по дну кастрюли. Чем горячее вы выливали молоко, тем быстрее сварится крем. На плите он варится буквально за пару минут. Вот уже начал загустевать. Все. Крем выключаем, но продолжаем еще какое-то время помешивать его. У меня вот крем сварился меньше, чем за минуту. Затягиваем в стык пищевой пленкой. Даем крему полностью остыть до комнатной температуры. Затем взбиваем мягкое сливочное масло. Частями добавляем заварной крем и взбиваем. И так до тех пор, пока не закончится весь заварной крем. Заварной крем должен быть обязательно охлажденный до комнатной температуры. В противном случае масло растает и крем станет жидким. Крем готов, пришло время перемазывать коржи. Коржи очень тонкие, поэтому слой крема делаем тоже очень тонким. Не забудьте несколько коржей оставить для посыпки торта. Слегка придавливаем. Ну вот я перемазала все коржи. Вот так получилось из моего лаваша. А буквально через полчаса тортик уже осел. Я оставляла 2 таких тонких коржа для измельчения. Даем пропитаться 6-8 часов. Торт стал высотой около 4 сантиметров. Мне показалось этого мало, низковато. Я люблю высокий. И что я делаю? Разрезаю торт пополам и складываю друг на дружку. Разрезала я через 2 часа. Даем еще время на пропитку. Разрезаем. Друзья, торт очень вкусный. Обязательно приготовьте для чаепития такой Наполеон. Просто, быстро, не жирный. Легкая имитация всеми любимого торта Наполеон. Обязательно поделитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Новые рецепты 3 раза в неделю. С вами была Ирина. До новых встреч. Пока.